6. Брендит. Можно я татуируюсь, пожалуйста? Да отвали ты нахер. Я ничего не перепутал. Я максимально убого выгляжу, как ребенок, да, вот когда пытается строгать палочку. Ну, попробуй. Да? Нет, скажи да, скажи да. Да. Все, значит, кадр наш. Привет. Ты на канале Супер Арбалет. Время идет, мне уже 30, и вот обзоры мы снимаем сидя, потому что стоять весь день мне тяжело. Добро пожаловать! Новый стол, новые ножи, новые интересные беседы. Сегодня, как и во многих наших роликах, мы поговорим про ножи Cold Steel. И их будет целых два. Это линейка Bushman. Оба этих ножа позиционируются как такие тактические ножи, ножи для выживания, и немного отличаются формой, поэтому будет адекватно рассказать о обоих этих ножах в одном ролике. Первая вариация Бушмана – это нож широко известной и довольно распространенной формы клинка Drop Point. Он подойдет для большинства задач. Хорошо режет, разрубить тоже что-то можно, в общем, такой универсал. Второй Бушман Боуи, как следует из названия, имеет уже характерную форму Боуи, где центр клинка смещен ближе к центру приложения силы при колющем ударе. Такая форма отлично подходит для рубки чего-либо, колки дров при необходимости, в общем, для таких уже более тяжелых и серьезных работ. Кстати, интересный факт. Известный певец Дэвид Боуи взял свой псевдоним как раз-таки от этого ножа. А нож, в свою очередь, взял свое название от известного певца Дэвида Боуи. Ранее даже штат Арканзас американский носил название штат Боуи именно из-за того, что среди местных жителей были очень широко распространены подобные ножи. Их еще называли toothpick, то есть зубочистка. Ребята были с юмором, потому что Боуи — это, как правило, всегда такие большие, мощные ножи. Называть его зубочисткой, конечно, оригинально. Ну и самое известное, наверное, для широкой публики появление этого ножа в кадре где-то в кинематографе — это фильм про крокодила Данди, он как раз вот с подобным ножом ходил. Оба ножа выполнены из стали СК5, и, на мой взгляд, для ножа для выживания это выбор отличный, потому что это углеродистая сталь, инструментальная, она очень прочна, способна выдержать действительно серьезные нагрузки, как ударные, так и на изгиб. И безусловным минусом, конечно, можно назвать ее стойкость коррозии, точнее то, как она подвержена к этой коррозии, поэтому следите за этим, не оставляйте нож во влажных условиях надолго и после работы обязательно его протирайте, если хотите, чтобы он остался, ну, не в первозданном, но оставался красивым и функциональным. Cold Steel не были бы самими собой, если бы они не использовали несколько интересных решений при производстве ножа. Здесь они тоже присутствуют. В первую очередь, это способ вообще производства ножа. Он выполнен из единого куска стали, но вместе рукоятки сталь загибается и, собственно, образует эту рукоятку. Как утверждает производитель Cold Steel, вот это место перехода клинка в рукоять способно выдержать нагрузку в 900 килограмм. Но проверить у нас, к сожалению, нет возможности, нет оборудования, чтобы дать такую нагрузку на нож. Но если учитывать былые заслуги Cold Steel, их опыт в производстве тактических ножей из той же СК5, например, нож СРК, ну, мне действительно верится, что нож прочный, надежный и способен прослужить долго. Вторая особенность этого ножа также заключена в его рукоятке. Она полая и подразумевает возможность насадить этот нож на древко и использовать его как копье, какое-то мачете небольшое. В случае, например, с тем же Боуи, которым действительно удобнее рубить, чем дроппоинтом, можно насадить на небольшой черенок, тем самым удлинив рукоятку, у вас рычаг будет побольше, и что-то рубить, там, например, дрова колоть будет уже сподручнее, удобнее и быстрее. Для защиты от коррозии, как мы помним, эта сталь в ней действительно нуждается. Оба ножа покрыты покрытием черным полностью, и рукоятка, и сам клинок. Внутри тоже видно, есть это покрытие. Но, как показывает практика, если возвращаться назад, пересмотреть обзор ножа СРК, мы там говорили о том, что покрытие это довольно быстро слезает, по крайней мере на СРК. Возможно, Cold Steel формулу изменили, сейчас покрытие поживет подольше, но посмотрим. Сегодня построгаем немножко деревяшку и посмотрим, что будет с покрытием. СРК тот же, после таких же действий, покрытие уже лишился в этом месте. Последнее, что можно сказать про рукоятку. На обоих ножах она имеет отверстие либо под темляк, либо под фиксирующий винт, которым вы будете крепить нож к черенку. Там саморез, гвоздь, в общем, что найдете, но смысл ясен. И еще такой момент. Вот тут я могу вам немножко соврать, поэтому призываю всех зрителей в комментариях. В интернете, готовясь к обзору, я читал тоже отзывы про нож и видел довольно старый отзыв, ему уже лет 6, о том, что когда нож приехал к человеку, он его распаковал, вот этот вот шов, который
образуют рукоятку, он был заварен и заполирован. Здесь мы этого не видим. Вот, мне очень интересно узнать, это действительно так, или я попал на какую-то непроверенную информацию, и вот эти ножи, они всегда были в таком формате, в таком форм-факторе. Пишите в комментариях, что вы знаете по этому поводу. Ножны пластиковые, с отличным креплением ножа внутри них. Нож не болтается, выпадать не норовит. Почему я именно акцентирую на этом внимание? Потому что, опять же, по отзывам в интернете, старые вариации Бушмана в ножнах такой фиксации не имели. И при какой-то активной тряске нож из ножен мог все-таки выпасть. Здесь эту проблему решили, поэтому, когда вы пойдете выживать в подмосковную лесополосу, и вас там поймает снежный человек, перевернет вниз головой и начнет трясти, нож останется с вами. Также в ножны встроено огниво небольшое. В общем, все действительно говорит о том, что нож такой готов к серьезной работе, нож для экстремальных условий, выживания и прочего. Интересный факт. Такой, наверное, у нас нож эксклюзивный, но вариация Bushman Bowie нам досталась с подарком от братьев-китайцев, которые эти ножи, собственно, делают. А именно в рукоятке намертво застряли два камня. Как их вытащить, мы не знаем. Как нож насадить на древко, теперь тоже непонятно. Поэтому при покупке обязательно это проверяйте. Китайцы, они такие. У нас камни, у вас может быть что-нибудь более интересное. Давайте проведем наши небольшие тесты. Посмотрим, что нож умеет из коробки. Экстремальных тестов, конечно, особых не будет. Вы меня знаете. Но бумажку порежем. Сразу скажу, что из коробки оба ножа были в таком хорошем слое заводской смазки. Видимо, дополнительная еще защита от коррозии. Конечно, сейчас для съемок смазку мы вытерли, но это приятно знать, что Cold Steel заботится о доставке хотя бы своих ножей. Еще проверяли свои ножи на отсутствие камней в рукоятках. Первым бумажку резать пойдет у нас Bushman с профилем Drop Point. Ну, тут проблем нет. Проверим его брата большого. Тут все еще лучше, на самом деле, по ощущениям. Да, прям хорошо. Тоже это важный момент. Опять же, готовясь к обзору, читал отзывы. И многие люди писали, что из коробки нож заточен просто из рук вон плохо, вплоть до того, что там разные углы заточки. В принципе, плохо был заточен. То есть прям людям приходилось все перетачивать и приводить нож в божеский вид. Здесь же все хорошо, кроме камней, плеть в рукоятке. В нашем же случае все хорошо, ножи из коробки заточены. Так, сейчас по традиции порежем канат. Я уверен, что нож с ним справится, но традиция есть традиция. Не зря же мы его покупаем. Теперь посмотрим, как Bowie себя поведет. Ну, здесь тоже без проблем, и на самом деле формой Bowie мне показалось немного полегче было разрезать, хотя и с Drop Point проблем не было. Ну, наверное, чисто на уровне ощущений. Сейчас построгаем немного деревяшку этими ножами, и для меня это самый интересный тест, если его можно так назвать, потому что после него мы можем делать какие-то выводы о стойкости покрытия вот этого черного на ножах. Строгать деревяшку я, естественно, буду неправильно. Разные эпитеты есть для того, чтобы описать, как я буду это делать. Можно почитать комментарии под нашими роликами. Но тут, как обычно, хейтеры хейтят, а я поднимаюсь к вершинам вашего сраного видеосервиса. Так, для проформы. Итак, ну что ж, анорексично и неумело, немного построгав деревяшку, смотрим на покрытие. И в отличие от ТСРК, с покрытием как будто ничего и не было. Оно осталось на месте, все хорошо. С режущей кромкой, что важно, тоже. Что еще интересно проверить, это его прочность на излом. Для этого хочу сейчас один из этих ножей загнать в деревяшку как можно глубже, попытаться сломать. Посмотрим, что будет. Останется ли жив кончик и вообще, что будет с ножом.
Пожалуйста. Что ж, хотел я нож еще потестировать на прочность и кончика, и в принципе прочность на излом, но я как вижу, смысла особо продолжать эти действия нет, потому что кончик уже сломался от того, что мы загнали его в брусок и надавили. Вот. Напомню, что в том же СРК, когда мы тестировали при подобных каких-то действиях, нож остался цел. Я связываю это с тем, что все-таки у Бушмана толщина обуха примерно 2,5 мм, там 2,7, если быть точным. У СРК же было там почти полсантиметра, там 5 мм было и около того. То есть он потолще. Хотя, смотря какие-то обзоры на СРК, тот же, вернемся к нему, я видел, что нож тоже ломался, в отличие от той же там вариации ZAUS-8 того же СРК. Поэтому это говорит о том, скорее не о том, что вот это какая-то версия бракованная или еще что-то, но особенность стали. Да, прочная, заточку держит, не гнется, но ломается. Но поскольку один нож мы уже ушатали, поэтому можно дальше его добивать. И давайте посмотрим, как огниво работает. Не зря же они его положили в комплект. Работает отлично, но есть нюанс. И внимательный зритель заметил, с чем он связан. Для того, чтобы действительно высечь искры, что-либо зажечь, мне приходится работать по огниву режущей кромкой, что, наверное, не очень правильно. Работать обухом мне не дает покрытия. То есть вот оно у нас немножко уже стесалось, пока мы пробовали. В принципе, уже можно. Но я встречал ножи, у которых, несмотря на покрытие, все-таки было небольшое там голое место, которое было предназначено специально для того, чтобы работать с огнивом. Что здесь вот этот нюанс, на мой взгляд, не до конца проработали, но в любом случае это плюс, то, что хотя бы есть такая возможность, если вам понадобится, когда вам действительно это будет нужно, вы не будете смотреть, я думаю, на то, что вы немного там испортите режущую кромку, вы просто возьмете и сделаете то, что вам надо, и этот нож вам это даст. Несмотря на то, что все-таки нож у нас сломался, каким-то некачественным или плохим, я не могу его назвать, я уверен, что со своими задачами он справится. То есть даже если мы его рассматриваем как нож для использования в каких-то экстремальных условиях, я думаю, его функциональность вас порадует, потому что и просто как нож он хорошо работает, что-то разрубить тоже можно, на древко можно надеть. Я что-либо делаю в перчатках, да и в принципе делал я не особо много на этом видео, но тем не менее есть у ножа склонность к тому, что рука соскользнет немножко. А поскольку гарда никакой нет, это может быть фатально, потому что стоит соскользнуть в руке, палец попадет на лезвие. Это особенность рукоятки, потому что она просто сделана из металла, она круглая, то есть если рука будет потная или работать вы будете во влажных условиях этим ножом, то проблем с рукояткой будет. Поэтому, я думаю, сразу надо подумать о том, как ее решить. Решается, в принципе, просто. Там, я видел, как кто-то обматывает просто шнуром, паракордом. Есть замечательные обмотки для теннисных ракеток или хоккейных клюшек, их еще любят часто использовать лучники. Ну и, как ни странно, теннисисты и хоккеисты. Вот эта вещь отлично подойдет и справится с выскальзыванием ножа. Но это, опять же, вот такой момент, который надо учитывать. То есть из коробки идеально у вас не будет. Но усилия придется приложить совсем небольшие, чтобы доработать нож именно под вас. Еще один немаловажный момент – это цена. То есть при своей функциональности, он действительно функциональный, ножны замечательные, огниво положили, сталь хорошая. Нож стоит там чуть больше 3000 рублей. Ну, я думаю, в зависимости от магазина, времени, когда вы покупаете, курсы доллара по большей части. Но, в общем, это дешевле того же СРК, который сегодня не раз вспоминали. Но, я думаю, не зря, потому что, наверное, идеологически ножи чем-то похожи. Сталь одна и та же, предназначение одно и то же. Там тот же СРК будет стоить под 6, это 3000. В принципе, уже аргумент в пользу этого ножа. С задачами своими справиться. Так что, наверное, я буду прав, если скажу, что я рекомендую этот нож людям, которые действительно увлекаются чем-то, где этот нож может понадобиться. То есть это какой-то экстремальный туризм, там, выживание и прочее, прочее. Ну, а всем тем, кто просто купил костюм Горка последней коллекции, обмотал вокруг руки паракорд под цвет своего нижнего белья и поехал на метро за жидкостью клубничного вкуса для своего вейпа, мы, как всегда, советуем нож SR1 Lite. Он тоже красивый, но нихуя не может. На этом я с вами прощаюсь. С вами был канал Супер Арбалет, несменный ведущий ножевой рубрики Руслан. Всем пока и до новых встреч!